Приветствую на меловом. Сегодня у нас прямые сливки в описании. Вы их ждали очень давно. Я их очень давно хотел для вас описать. Я не читал никакого описания, пробовать пробовал. Собственно, как-то так. Сделал небольшую глушилочку здесь для того, чтобы когда я ставил стакан, не сильно громко было. Ну, в общем, поехали. Ой, прессованные сливки. Давайте для начала проверю по стучанию, да? Ну, вот подобного формата, да? Оно такое же, как и у пиленных брусков. Да, наверное, как у кускового мела. Ну, там немножко не схоже, а вот как у брусков точно такое же. Ничем не отличается это стучание. По маркости. Ну, по маркости это максимально марки они. С виду очень-очень белоснежные. Ну, поехали пробовать. Я сейчас был удивлен. Это очень странное и прикольное чувство. Здесь не может быть шипения как такового, но так как это же все-таки прессованный мел, да, он делается из меловой муки. Природный, чистый, натуральный, да? Но из-за чего я удивлен? Так как нет шипения, когда ты запиваешь водой, там все так бурлить начинает. Будто ты запил, знаете, есть такая продукт такой, шипение происходит от него. В общем, как, допустим, ты этот порошочек, допустим, ешь, начинаешь, и он во рту начинает так, взрываться. Вот такая же здесь ситуация. Изначально, когда заказывал, я думал, что это будет что-то, как если, допустим, сделал ты из реальной меловой муки какую-нибудь, без разницы, хоть печенюшку, хоть что. И когда ты кушаешь, там хруста нет вообще, там просто все распадается. Так здесь все-таки хруст присутствует, это важно. И давайте по вкусу. Самое важное, что меня довольно-таки поразило. Вкус. Шипение уйдет. Сначала про маркость и так далее рассказал вам, чтобы не томить. Откусывается очень легко. Буквально после откусывания ты делаешь 5 таких хрустов. Даже сложно назвать, но в общем очень легко откусывается. Легче я даже не знаю что. После того, как ты откусил, это моментально практически уходит в кашицу. И самое важное, это вкус. Вкус такой же, как будто ты взял очень-очень огромное количество сортов мела, именно меловую крошку, идеально просушенную. И от этого такое разнообразие вкуса. Тут и звездка, тут и что-то жирненькое. И вот все вот это вот вместе, это что-то вау. Мне очень сильно понравилось из-за этого. Особенно это чувствуется. Я вот тут пытался сутки мелом не есть, не кушал в итоге целый день. В конце дня думаю, раз стараюсь не кушать во время того, когда я не снимаю ролики, то просто немножко покушаю того, что я вам буду для вас снимать, для того, чтобы примерно понимать, что это такое, стараться описать как-то. И как итог, там-то я без воды, без всего, потому что на роликах приходится с водой, так как прожевываешь ты это очень долго все без воды. Оно и не надо там запивать, да, ходишь себе, прожевал, не прожевал, неважно. Рано или поздно оно уйдет, а ты наслаждаешься этим моментом. А здесь вы представьте ролик, там сколько, час бы у меня так шел. Я не знаю, насколько я вот кайфую реально со сливок. Кстати, вот соленый короб, те же самые сливки, в плане того, что они выглядят точно так же. Единственное, что там соленоватость присутствует, да.
Они мне примерно одинаково понравились. Но почему просто сливки понравились больше? Но это действительно такое разнообразие вот этой меловой крошки. Я сразу вспоминаю, когда я себе в ящик откладываю все сорта на сушку, когда все вот эти вот баночки, где они у меня хранятся, я съедаю, и потом всю крошку вместе перемешиваю, начинаю кушать. Это кайф неимоверный просто. И вот смотрите, как-то так это все выглядит. Вкуснятина конкретно. Ну, такие интересные, довольно-таки интересные, правда, палочки. Интересные, так как вроде не бруски, но тоже из мела, тоже все то же самое, по сути. Единственное, хруст не особо долгий. И это дело, конечно, лучше просушить хорошенько. Так как, если вы это не просушите, то будет плохо. Потому что так как кашица, да, образуется моментально, когда начинаешь кушать. А если еще не просушить, там, мне кажется, сразу все развалится. Ведь, по сути, это просто меловая мука, которая очень сильно спрессована, насколько я понимаю. Вкуснотища. Но представьте, насколько сильно спрессовано. Однопиленный мел, да? Для меня не удивление в плане того, что он делается просто из обычного мела, да, просто напиливается. Но это, по сути, производится из не то чтобы отходов, а из остатков мела и так далее. Именно, ну, раз это мука меловая. Для меня удивление, что он вот, ну, просто держит форму, да? Хотя сломать, конечно, его легко. Давайте пробегусь по описанию полностью. Для меня это один из самых белоснежных сортов мелов, каких-то видов мела, да, или изделий из мела. То есть самый маркий. Также вкраплений тут, конечно же, никаких нет. Супер белоснежный. Откусывается он как? Откусывается он, назовем это, очень легко, да? Хруст есть, хруст по сути здесь есть, но хруст есть на 3-4 укуса, то есть. Ну и все, нету ничего больше. По вкусу. Сразу это все уходит именно в крошку, точнее в кашицу, да, если не запьешь водой, то это будет просто очень мелкая крошка во рту. И самое интересное это вкус. Я почему говорю, что для меня напоминание прессованных сливок имеет именно крошка мела. По причине того, что, во-первых, это делается из крошки мела, из меловой муки, как хотите называйте, да. Во-вторых, это, я не знаю, из одного сорта или из нескольких как-то это все делают, да, но вкус многогранный. Я чувствую именно так, когда я смешиваю свои сортов 70, наверное, просто мела, кускового, пиленого, там неважно, да, просто всю эту крошку смешиваю и кушаю, многогранность, она схожа. Не настолько много, конечно, я не думаю, что поставщик столько сортов смешает, и вообще мешается здесь хотя бы два, но я чувствую многогранный вкус. Здесь нету вкуса, знаете, как вот белая гора, там что-то такое, потому что вот этот сорт похож, если сравнивать жирный и сухой, он похож на сухой. И если сравним, допустим, с белой горой, которая белкой прям отчетливо отдает, да, то здесь такого, конечно же, нет. Что-то многогранное, разность вкусов. Что чувствуется? Чувствуется сладость феникса. Безе как-то ощущается сорт. Меловой вкус. Побелка, кстати, все-таки, ну, в любом случае присутствует, просто не такая яркая, как у белой горы. Шипение, которое происходит. Попробуйте, у кого есть он сейчас, кто так не делал. Я думаю, у кого есть данный мелок, делали так явно. Просто
Ну, скушайте вот такой где-нибудь кусочек и запейте водой сразу же. Там такое брюление интересное. В общем, какой-то такой выпуск получился. Ну, прессованные сливки для меня это что-то новое. Отличительная особенность это практически все в этом мелу, как многогранность вкуса, как я уже и сказал, да. Так маркость, форма, ну, блин, это все-таки бруски, да. Это в любом случае для меня лично это что-то новенькое. Так, что ты еще хотел сказать? Ну, вот это вот, когда водой запиваешь. В общем, ребят, для заказов писать в описании есть ссылки на группу ВКонтакте, которая называется «Меловой». На днях вот-вот будет что-то интересненькое в плане продажи у меня. В группе также розыгрыш скоро будет. Жду всех в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Пока. Чтобы вы понимали, насколько он мягкий. Он у меня лежал здесь на батарее, сушился, так как я стараюсь идеально просушки все-таки во всем достичь, да, когда сорта особенно описываю. И как ем. В чем суть? Видимо, окно у меня было открыто, здесь кухня проветривалась. И там просто, ну, сдуло с батареи. Потому что в мешочке лежали, видимо, мешочек наклонился вниз. Основная эта часть на батарее осталась, один брусок упал. Так вот, чтобы вы понимали, вот с такой высоты, вот батарея, да, когда он упал на пол, он распался на такие мелкие кусочки. То есть это действительно очень мягкий мелок. То есть оп, и все, он разломился. И щелканье, кстати, такое микро. Прям так. В общем, всем спасибо за просмотр. Я, правда, жду ваше мнение в комментариях. Если вы его пробовали, пишите. Если хотите попробовать, пишите, чем он вам понравился из моего именно описания, чем он вам приглянулся. Ну, а мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся на соленом коробе.